Это произошло в каменной впадине на востоке Алтайского края, где группа полевых исследователей из провинциального института вела плановые археологические работы. Ничего необычного. Слои, суглинка, остатки древней фауны, следы стоянок позднего неолита. Но в один из дней кирка молодого научного сотрудника наткнулась на объект, которого там быть не могло. Из земли выступил фрагмент кости длиной почти с человеческое плечо. Сначала решили, что это останки шерстистого носорога или исполинского бизона, однако чем глубже продолжались раскопки, тем яснее становилось, что находка не принадлежит животному миру. Постепенно перед исследователями начал обнажаться человеческий скелет, но абсолютно аномальный. Рост существа, судя по пропорциям, превышал 3,5 метра. Челюсть была чрезмерно массивной, суставы утолщенными, а плотность костей значительно превосходила показатели современного человека. Когда извлекли череп, над лагерем повисла гнетущая тишина. Глазницы оказались непривычно широкими, лоб резко покатым, а зубы сабот огромными и идеально сохранившимися. Руководитель экспедиции, доктор исторических наук Илья Корнеев, поначалу отказался верить собственным глазам. За почти 50 лет в археологии он не сталкивался ни с чем подобным. Было принято решение не разглашать информацию до окончания лабораторных исследований. Кости аккуратно упаковали и отправили в Новосибирский центр палеоантропологии. Вечером, за примусом в экспедиционной палатке, один из аспирантов усмехнулся и сказал: «А если это те самые великаны, про которых рассказывают старики в горах?» Все рассмеялись, но Корнеев не поддержал шутку. Он слишком хорошо понимал, что мифы редко рождаются на пустом месте. Через несколько дней пришли первые результаты радиоуглеродного анализа. Возраст костей оказался значительно больше ожидаемого — около 13 тысяч лет. Это относило находку к завершению последнего ледникового периода. Однако, согласно всей принятой науке, людей таких размеров в то время не существовало. Когда информация дошла до федеральных структур, в лагерь прибыли представители из Москвы. Они потребовали немедленно остановить работы и передать все материалы государству. Официальная формулировка была расплывчатой. Находка имеет исключительное значение и требует особого режима хранения. Команда Корнеева чувствовала, что за этим стоит нечто большее. Кости вывезли под охраной. Самому профессору разрешили присутствовать при дальнейших исследованиях, но лишь при условии строгой конфиденциальности. В лаборатории, когда специалисты приступили к извлечению ДНК из фрагмента бедренной кости, ожидали стандартных маркеров древнего человека — Homo sapiens или, в крайнем случае, неандертальца. Однако результаты оказались невозможными. Генетическая структура не совпадала ни с одним известным видом человека. Более того, некоторые участки ДНК не имели аналогов ни в одной существующей базе данных. Они принадлежали чему-то неизвестному. В тот вечер Корнеев долго стоял у окна лаборатории, глядя на ночной город, осознавая, что столкнулся не просто с редкой аномалией, а, возможно, с утраченной ветвью человечества. Но самое странное началось позже. Уже на второй день исследования пришлось остановить. Образцы начали разрушаться прямо во время анализа, словно сама материя сопротивлялась вмешательству. В лаборатории появились тревожные разговоры. Кто-то утверждал, что видел, как на поверхности кости выступили капли влаги, несмотря на сухой и холодный воздух помещения. После этого лабораторию закрыли, а всех сотрудников обязали подписать документы о неразглашении. Корнеев пытался добиться повторного доступа, но получил отказ. В тот же вечер к нему подошел младший техник по имени Артем. Он выглядел напуганным и говорил почти шепотом, утверждая, что результаты анализов были подменены. Артем уверял, что исходные данные ДНК не совпадали ни с неандертальцем, ни с животными формами.
Они были пугающе близки к современному человеку, но с ключевыми отличиями, которые не должны существовать. Корнеев отнесся к словам скептически, однако Артем показал ему распечатку первичных тестов. В строках, где должны были находиться стандартные человеческие маркеры, присутствовали странные последовательности, напоминавшие элементы вирусного кода. На следующее утро распечатка исчезла, а сам Артем не вышел на работу. Сообщили, что он срочно уехал, но связаться с ним так и не удалось. Корнеев понял, что происходящее давно вышло за пределы науки. Спустя неделю он получил официальное уведомление. Проект закрыт, все материалы засекречены. Однако внутри конверта лежал еще один лист без подписи. На нем было написано: «Ищите южнее, у хребтов». И еще приписка: «Это не единичный случай». Корнеев собрал небольшую группу из 3 проверенных студентов и под видом геологической практики отправился в труднодоступный район возле Саянских гор. В заброшенном карьере, изрезанном трещинами и осыпями, они начали раскопки. Уже на 2-й день под каменными плитами обнаружили останки 2-го скелета, частично обугленного, словно погибшего в колоссальном пожаре. Размеры снова поражали. Рост существа по сохранившимся фрагментам превышал 4 метра. Вокруг находились следы пепла, примитивные орудия и обугленные отпечатки рук, человеческих по форме, но в несколько раз больше обычных. Корнеев осматривал находку молча, ощущая странную смесь восторга и нарастающего ужаса. Он понимал, что это не случайность, а утраченная глава истории. Вечером, когда солнце опускалось за скальные гребни, один из студентов заметил, что почва у края раскопа слегка вибрирует. Сначала решили, что это ветер или далекая техника. Ночью Корнеев проснулся от звука. Сначала он показался глухим ударом под землей. Затем звук повторился, будто кто-то медленно и методично бил по камню изнутри. Он вышел из палатки и увидел, как фонарь возле раскопа самопроизвольно погас. До утра никто не уснул. На рассвете стало ясно, что верхний слой грунта над скелетом приподнялся, словно нечто снизу пыталось выбраться наружу. В тот момент Корнеев впервые испытал настоящий страх. Он решил немедленно свернуть работы, но не успел. К полудню прибыли военные. Люди в форме без знаков различия приказали остановить раскопки и изъяли оборудование. Один из них подошел к профессору и холодно произнес: «Вы подошли слишком близко к тому, что должно оставаться под землей». В этот момент Корнеев заметил, как из насыпи у ящика с костями торчит небольшой белесый фрагмент. Он быстро спрятал его в карман, не осознавая, что именно этот кусок изменит всю его жизнь. Вернувшись в Новосибирск, профессор чувствовал опустошение. Все находки исчезли. Студенты разъехались. Один из них даже бросил учебу, не выдержав давления. Но в кармане его куртки оставался тот самый фрагмент. Под микроскопом стало ясно, что это не минерал, а часть кости. Поверхность имела странную кристаллическую структуру, мерцающую при слабом освещении, словно свет исходил изнутри. Используя устаревшее оборудование, Корнеев провел спектральный анализ. Результат оказался необъяснимым. В составе присутствовало редкое соединение, напоминающее кремний, но с молекулярной организацией, характерной для живых тканей. Это означало, что организм обладал свойствами, неизвестными современной науке. Ночью Корнееву позвонил неизвестный. Голос был спокойным и уверенным. Он знал все, даже о спрятанном образце. Он сказал: «Вы нашли не то, что искали. Они не исчезли, они ушли вниз». Связь оборвалась. Через несколько дней профессор отправил фрагмент в Санкт-Петербург коллеге, антропологу Марии Лебедевой. Она провела независимый анализ и перезвонила в состоянии паники. Кость была биологической, ее возраст составлял около 30 тысяч лет,
а ДНК совпадала с современной человеческой на 99%. Отличался лишь ген, отвечающий за рост и плотность костей. Она сказала: «Если это правда, значит, мы не единственные». На следующий день Лебедева исчезла. Все ее материалы были уничтожены. Позже пожилой геолог рассказал Корнееву, что еще в советские годы в этих местах находили подобные останки, а под землей обнаружили зал с десятками гигантских скелетов, которые затем залили бетоном. Все складывалось в единую картину. Эти существа жили рядом с людьми и были либо уничтожены, либо скрылись. Поздно вечером Корнеев вернулся домой и обнаружил, что квартира вскрыта. На столе лежал его фрагмент кости, на поверхности которого выступила прозрачная капля жидкости. Она медленно двигалась, оставляя слабый светящийся след. В ту ночь кость начала излучать голубоватое сияние, техника вышла из строя, а на стене проявился узор, напоминающий структуру ДНК. Позже в одном подземном комплексе Корнеев увидел капсулы с телами этих существ, находящихся в состоянии сна. Одно из них дышало. Когда все рухнуло, он понял, что это не прошлое. Это настоящее. Позже ему прислали запись, где некоторые капсулы оказались пустыми. Существа пробуждались. Он передал материалы журналисту за границу и исчез. Позже в архиве нашли изображение кости с символами, похожими на древние знаки, повторяющими одну и ту же фразу: «Мы вернемся, когда нас перестанут помнить». История профессора Корнеева исчезла из официальных источников, но каждый раз, когда археологи слышат странные звуки под землей, они предпочитают молчать, потому что иногда прошлое — это не то, что ушло, это то, что ждет. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.